принципе, меня можно уже поздравить. Мне осталось теперь только засыпать эту траншейку, здесь немножко все распланировать. Городской не подходит. Да, надо смещать этот городской график. Кстати, вот, а мы пока с любимой женой будем заниматься шкафом. Шкафом. Хотел показать, чем занимались дети пару часов, пока я работал в доме. Это интересно. Старшая вырыла вот такую яму в отсеве. Теперь Виктор тут кайфует. Да и она сама тут сидела, кайфовала в своем гнезде. Что ты гнездишься? Да. В прямом смысле слова. Зато как им тут классно. Виктор, крутой мужик, да? Вот она красота жизни в деревне. А в городе бы чем они занимались, непонятно. Видишь как? Город настолько сильно, что чтобы вот так прям туда не вот. Даже не знала, что снимать. Но в итоге мне не хватает сил, мне все рыли мы вот таким ведерочком. Ну тоже нормально, чё. Да. Вечер, 7 часов, пол-8. Детвора побежала играться снова на кучу. Я тем временем иду копать снова. Копать, подсыпать. Я сегодня выкачал из колодцев насосом воду, насколько то было возможно. Сейчас я хочу вот тут сделать перешеек между этими двумя колодцами, чтобы были переливные. Я опять много времени трачу на стройку, мало трачу времени на работу. Вот я вчера-сегодня весь день проработал за компом, понастраивал рекламу людям контекстную на сайты. Вот. Сейчас надо поработать, пока программа собирает ключевые фразы для рекламы. Доброе утро всем, друзья, это уже следующий день. Хочу что сказать. В принципе, меня можно уже поздравить, и я решил жить здесь. Потому что не хочу я здесь оставлять ничего, очень много инструмента. Осталось уже совсем чуть-чуть. Я могу, в принципе, интернет уже провел, компьютер перевез, все перевез, и мне ничего не мешает работать здесь, жить здесь и заниматься домашними делами, заодно все присмотр. Все под присмотром. Да и осталось там. Квартира проплачена до 5 числа, с 5 числа уже все будут жить тут. Вот поэтому мне надо немножко ускориться с сантехникой, с канализацией, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. Так как в канализации жуткая глина в этих колодцах, я использую вот такой лайфхак. На дно кладу вот эти фанерки. Там я так и сделал. На дно кладу вот эти фанерки, чтобы не проваливались. Иначе ноги проваливаются прям, ну, я не могу встать, засасывает сапоги капитально. Я вчера прокопал такую вот траншейку. Вот. Единственное, жалко, что земля осаживается, но надо будет покупать обязательно толстостенную трубу здесь класть, иначе ее продавит и сломает, если она будет серая. Здесь я проковырял отверстие в этой трубе, точнее в этом колодце. Вот оно, это отверстие. Сейчас осталось здесь сделать. Я так наметил себе. Дела по чуть-чуть двигаются. Уже скоро. Печально, что вода не уходит. Вот это печально. Вот. Отверстие сделано. Теперь канализационную трубу осталось уложить, и все будет круто. Но теперь мне в этом отверстии, в этом колодце, здесь будет, скажем так, для жидкого, для воды, насверлить отверстие. Я думаю это сделать вот этой коронкой. Попробовать во всяком случае. Не знаю, что из этого выйдет, но нужны дренажные отверстия. Будем пробовать. В общем, идея с коронкой оказалась так себе, она большая. И я не могу приложить достаточно усилия, чтобы она нормально засверливала тот бетон. Вот такие дела. Поеду сейчас за более толстым сверлом. Буду сверлом насверливать. Съездил я в магазин, закупил трубу
для того, чтобы положить. Мне, конечно, нужна была метровая, но метровой не было. Минимально, что я нашел у нас, это 2-метровая. Еще я прикупил себе такое сверлышко 20 для того, чтобы проковырять отверстие дренажное во второй яме. Соседи там уже вовсю косят, с пресс-подборщиком ездят, готовят. Сено себе заготавливают, сенокос все-таки. Ну, а я не успеваю в этом году. И нечем, и некогда. Нам первая задача заехать в дом, чтобы можно было нормально жить. А потом все остальное. Ну, когда я буду коров брать? Вот когда буду, тогда и сено придется покупать. Пока, к сожалению, не до этого. Ну, может, или к счастью. Вот и пришел тенек на эту сторону, наконец-таки. Будем продолжать работу. Трубу я купил. Виктор помогает Лёле мыть посуду. Такая у нас сейчас летняя полевая кухня. Планировал доделать трубу. Не дам. Планировал доделать сегодня канализацию, но срочно едем за шкафом. Нашли недорого стенку. Надо поехать забрать, разобрать, а то у нас нечего складывать, некуда точнее. А складывать чего полно. Повезу, конечно же, на Киев, так как места много в машине. Ну, со шкафом сегодня не получилось, поедем завтра. Печально, конечно, что вечер потерянный, не доделал дела, которые хотел. Вот как обычно, жизнь вносит свои коррективы, то ли я такой, что не могу с этим совладать, то ли еще что-то. По идее должны были забрать, но женщине нужно время, чтобы убрать вещи из него. В общем, на завтра договорились. Мы пока приехали на квартиру, я хоть искупаюсь нормально, не из лейки, а под человеческим душем. Чего-нибудь еще с собой прихвачу в обратную дорогу и поеду. Все, колодцы я сделал, все запенил, дырки все, отверстия запенил в этот раз, чтобы вода не шла. Загерметизировал. Здесь, конечно, тоже чуть-чуть пеной пролил, но я же понимаю, что это мертвая припарка, но тем не менее попробуем. В идеале я хочу обкопать эти кольца, забетонировать, промазать битумной мастикой. Вот, но между крышкой, на которой я сейчас сижу, между верхним кольцом щель где-то 2-3 сантиметра местами, ну, потому что крышки такие ровные, вот, либо кольца. Ну, их я запенил, там достаточное пространство, по идее должно быть нормально. Мне осталось теперь только засыпать эту траншейку, здесь немножко все распланировать, и все. И на этой стадии колодцы пока оставим в покое, пускай земля осаживается, кольца встают на место, потому что сейчас что-то делать здесь просто неразумно, так как все уйдет в землю. Такие дела. Надо вот это тоже все засыпать. О, ну что ж, друзья, я могу поставить финальный аккорд с укладкой канализации. Ну, во всяком случае, ей уже можно пользоваться. Засыпал я траншею, чуть-чуть подровнял. Теперь мне надо вот этот верхний слой, его перетаскивать сюда, делать кучки везде, где провалилась земля. Вот, чтобы это дело выровнять, потому что все еще будет осаживаться. Ну, а в целом все готово. Наконец-таки. Мне погода не позволяла 1,5 недели доделать канализацию. А много упиралось в нее. Теперь мне осталось, в принципе, установить автоматику, кинуть насос, и в доме появится вода. Уже можно будет пользоваться канализацией, что-то мыть, как-то мыть, ну то есть уже удобнее будет. Ну и осталось уже совсем чуть-чуть до того, как отремонтируется ванна. Осталось здесь пройти герметиком, точнее гидроизоляцией, и все, можно укладывать плитку. Потому что по сути все закончилось. И опять я допустил косяк, я забыл вывести трубу для водоснабжения для туалета. Пришлось ее кидать насквозь и соединять буду в той комнате. Благо там стены тоже будут делаться толще, они будут утепляться. Трубы для отопления. Здесь будет батарея висеть или здесь, или здесь. Еще пока не определились, как по унитазу, как по месту. В общем, на часах уже 8 утра.
можно теперь и позавтракать. Канализацию я доделал. Приходится вставать сейчас пораньше, потому что днем неимоверная жара. Вечером сегодня мне надо будет ехать за шкафом, поэтому надо доделать утром. Ну, все равно надо привыкать вставать рано. Вот я зарядку себе придумал по утрам. Мне теперь вот это пространство, где колодцы, нужно выравнивать, где оно проседает. Вот тут, там за домом, где у нас колодец находится с питьевой водой. Вот это все надо подсыпать. И теперь каждое утро я встаю, вот рыхлю, как крот, и подсыпаю, чтобы оно осаживалось, трамбовалось. Как бы нужно делать в любом случае. Короче, придумал себе такое утреннее занятие. При учете я сегодня с утра, в 4 утра вышел на улицу, ну, проснулся. Такой кайф, не передать словами. Свежий прохладный воздух, прям настолько хорошо. Надо теперь себя заставить каким-то образом просыпаться рано, чтобы начинать свой день с 4 и заканчивать часам к 9 утра. Вот. Чтобы в обед было время поспать, чтобы не в жаркое время всем этим заниматься. Кстати, наконец-таки у нас автомобиль полон шкафов. Вот этот. И я не шучу, он действительно полон шкафов. Сейчас покажу. Виктор, отходи. Отходи. Вот так вот. Вчера мы купили наконец-таки стенку одну большую, прям в хорошем состоянии. По закону подлости эта стенка находилась на 5-м этаже пятиэтажки. Последняя квартира. Как назло. Ну, я решил не убивать себя тасканиями данного шкафа с 1 на 5, себя и дочку. Мы просто наняли ребят-грузчиков, и за 1500 мне спустили его. И 500 рублей я сторговал с самого шкафа. В общем, большой трехстворчатый шкаф мне обошелся за 5100 рублей. Ну, 100 рублей я еще чаевые оставил ребятам за скорость. Какой шкаф мы купили, вы увидите в этом ролике. Жена меня поправляет. Ну там не просто двустворчатый шкаф, там 2 двухстворчатых и 4, ну как, стенка. И все помятые, потому что мы недавно все проснулись, поздно легли. Мы только шкаф этот привезли в 11 ночи, пока помылись. А мыться для нас целый квест. Почему поздно легли? Потому что вчера ночью под открытым небом сидели, щелкали семечки, любовались луной и звездами. Да, в городе такого не сделаешь. Ну, тут мы на лужайке сели. И вот там была луна, тут летали самолеты. И мы сидели, болтали о жизни. Ну, мы недолго, мы где-то полчаса, наверное, минут 40 поболтали. Ну, короче, мы в 11 приехали. Еще 30-40 минут мы посидели, поболтали. Потом, пока помылись, где-то в 12:30 только легли. Надо смещать этот график. Городской не подходит. Да, надо смещать этот городской график, потому что здесь он совершенно не подходит. Надо вставать пораньше, приучать себя. А с такими ночными посиделками это сделать будет сложно. Летнее время — это время борьбы с травой. У нас уже прилично подзаросла территория, где мы ходим. Про всю площадь я вообще молчу. Но вот надо хотя бы перед домом немножко прокосить. Для этого у меня есть вот такой вот выручатель-триммер и вот такая замечательная канистрочка для смешивания топлива. Еще надо подзаправить и косить, пока погода позволяет. А мы готовимся к завтраку. Да? Громче. Она сказала, что она готовится к завтраку. Да, папа будет джи делать. Кстати, вот для тех, кто часто косит, но для кошения используют леечки, там еще какие-то другие способы. Я использовал бутылку 1,5-литровую. Такая канистра стоит 500 рублей. Но она очень удобная. У нее вот он дозатор для масла, и вот это дозатор для бензина. Это какой сильный. Наливаете сюда масло, сюда бензин, потом вот так бррр, и перемешали. Все, и как бы прям классно. Тут 2 литра хватает, вот так.
я вот думаю, что покупать себе. Большой мотоблок для кошения травы и подготовки сена. Или же все равно задумываться о тракторе, хотя бы взять тот же Т-40, а не подешевле, или какой-нибудь МТЗ 80-й старенький, ну их тысяч за 100, за 150, ну до 200 можно купить. Вот думаю, что будет лучше, не знаю, так как особо не разбираюсь. Вот такие дела. Ну, вот так пока мы живем, ютимся в одной комнате. Теперь у нас 2 царских трона, ну вот, 2 раскладных стульчика и один там вот за Олькой стул для работы. Пока старшая дочка будет помогать гидроизоляцией обрабатывать стены вот такой грунтовочкой, не грунтовкой, а гидроизоляцией. Опять же, это не реклама, это мне посоветовали в Леруа Мерлен. Будет обрабатываться только поддон и вот эти вот стены. Вон доченька, молодечка, мажет уже, мажет. Странно мажет, но тем не менее. Мы тем временем пока с моей любимой женой, жена, иди сюда, сюда иди. Вот, а мы пока с любимой женой будем заниматься шкафом. Шкафом. Фух, перетащили пока только части от одного. Все разложили по кучкам, 6 шкафчиков должно быть. Взмокли, как кони взмыленные. Вот на улице жарище просто неимоверное. Да. Осталось помыть, здесь стекло ставить не будем. Второй я тоже собрал, но еще пока не отрегулировал, потому что он будет двигаться. Вот так он должен выглядеть. Итак, вот результат. Конечно, между собой я их еще пока не скручивал, между каждым отсеком, а это желательно сделать. Но я еще буду их в ближайшем времени выдвигать, для того, чтобы срезать эти трубы и проложить новые для отопления. И тогда я уже их скручу между собой. Сейчас я подрегулировал немножко двери, чтобы они открывались, закрывались. Нас можно поздравить с тем, что у нас есть шкаф. И теперь сюда мы можем спокойно перевести свои вещи. Жена вроде как довольна. Правда, жарище просто дикое. С меня уже сошло, наверное, потов 20. Как интересно. Фронтальная камера нормально свет выдает, более-менее. А тыловая, ну в данном случае тыловая. В общем, основная камера не ловит, а камера запасная, которая на меня смотрит, показывает. В общем, сегодняшний день заканчивается, подходит к концу. Я собрал наконец-таки шкаф, весь день на это потратил. Ну, сложно, сложно с непривычки. Плюс покосил участочек, прям красота. Сразу, как только покосишь траву, сразу участок выглядит ухоженным. Вот. Покосил травку, приятный свежий запах. Меньше теперь будет комаров. Их и так было мало, станет еще меньше. Потому что комары прячутся в высокой траве. Ну, где-то я такое читал и слышал. Ну, сегодняшний день подходит к концу. Надо лечь пораньше и завтра попытаться встать пораньше.